Всем привет! Это видео будет полезным для тех, у кого есть дети и кто уже живет в Польше или только планирует переезд в Польшу. Сегодня я хочу поговорить про польскую школу и чем она отличается от нашей школы. От нашей я имею в виду от белорусской или украинской школы. Буду рассказывать, основываясь на нашем опыте, так как до переезда в Польшу в Беларуси старшая дочь успела пойти в первый класс и обучиться там целый год. А пока я буду рассказывать, вы можете написать в комментариях, где вы или ваши дети учились в школе и что больше всего вас удивит в польских школах, про что я вам в этом видео расскажу. Я также хочу попросить вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, так как вижу по аналитике, что очень многие меня смотрят без подписки. Кто-то даже писал, что просто давно смотрит, но забывает подписаться, поэтому кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Мне будет очень приятно. Итак, первое, про что хочется сказать, это про учителей и их отношение к детям. Отличается в Польше это все от наших школ. Мы сразу почувствовали контраст, когда переехали и пошли дети сюда в школу. Здесь, в Польше, учителя на детей не кричат, даже голос не поднимают, относятся к ним как к личности, с уважением, с такой, знаете, теплотой и добротой, называют их любимыми, моими сокровищами, да. Но, в общем, это чувствуется от человека. Учителя всегда улыбаются, детей не ругают, а пытаются именно объяснить и научить. Здесь, в Польше, учителя не стыдят детей. То есть нету здесь такого, например, чтобы вызвать ребенка к доске, посередине класса поставить, и чтобы как-то его там пристыдить, если он, например, не подготовился или не знает ответ на вопрос, который ему учительница задала перед всем классом. Здесь такого нет. Я, например, даже вспоминаю себя в школе, когда я училась в школе. Правда, я училась не в Беларуси, не в Украине, а в Молдове. В общем, это наши, страны СНГ. И у нас такое было, например. И очень часто были учителя, не все, конечно же, но были учителя, которые любили вызывать к доске, задавать вопросы по предмету. Если ученик не знал, то прям реально стыдили перед всем классом. Это было, не очень приятно. В Польше, в принципе, отношение к учебе какое? Детей не заставляют прямо учиться. То есть им учителя в школе да и родителям тоже на родительском собрании говорят что оценки это не главное. Главное желание, интерес проявить у ребенка, как-то разносторонне его развивать. Но здесь не гонятся за хорошими оценками, пятерками, быть отличником обязательно нужно. Такого здесь нет. Милан, скажи, тебе больше нравится в польской школе или в белорусской, когда ты училась? Мне, наверное, больше нравится в польской. Тут много отличий разных. И, в Польше я чувствую себя более комфортнее, более лучше. В Беларуси тоже классно было, но я там проучилась только 1 год. Но все равно мне больше нравится в польской. Хорошо, скажи, пожалуйста, а как с языком ты адаптировалась? Быстро, сложно было? Но я адаптировалась, довольно быстро. Плюс у меня были какие-то курсы, где-то 2 месяца, насколько я помню. Адаптировалась я довольно быстро. Сначала было тяжело, я помню, очень сильно, но школа помогала. Я каждый день общалась с поляками точно так же. И с учителями я слушала, как они разговаривают, и потихоньку вот так вот получилось, что я теперь свободно разговариваю. Следующее отличие польской школы – это линейка, 1 сентября. В Польше празднуют 1 сентября, я бы даже сказала, не празднуют, а просто так вот слегка отмечают. То есть здесь есть линейка, дети идут 1 сентября обычно нарядные, белый верх, темный низ, но букеты здесь на 1 сентября дети учителям не дарят. Это не принято. Многие считают, что в Польше не дарят букеты на 1 сентября, потому что 1 сентября в Польше это день
траура, да, не очень приятный день. Но на самом деле нет. Это никак с этим не связано. В Польше 1 сентября это не день траура, а скорее всего это день памяти, когда немцы напали на Польшу в этот день, и с этого и началась Вторая мировая война. Вот, поэтому это такой памятный, трагический, можно сказать, день, но памятный, да. Но это никак не связано с тем, что на 1 сентября дети не несут цветы учителям. Просто цветы не несут, потому что уважение выражается к учителям в другом, не в цветах, да, а там, например, в каких-то, я не знаю, просто в отношении к учителю хорошему. Учитель — это простая, обычная работа, как и многие другие работы, и здесь относится к учителю как к человеку, который выполняет свою работу. И уважение проявляется не в цветах и в каких-то там подарках, например. Также 1 сентября на линейке здесь нет каких-то долгих речей, например, выступлений. Очень быстро все проходит. Вот реально очень быстро. Там полчаса, наверное, эта линейка длится максимум. И потом классы расходятся, да, разные классы, да, расходятся по своим классам с учителем, с классным руководителем. И там уже учительница их поздравляет отдельно от себя. Если, родители явно тоже есть, на 1 сентября родители приходят, кто-то не приходит, тут как бы по желанию, это не обязательно быть родителем. И какие-то, может быть, чисто организационные вопросы в плане учебников. 1 сентября сразу могут дать учебники детям, могут дать чуть-чуть попозже, через неделю, например, учебы, то есть по-разному. Но отмечается это все очень быстро. В наших же странах СНГ линейка очень долго длится. 1 сентября, помню, ты стоишь на улице, это очень долго, уже ноги болят, уже хочется пойти в класс сесть, потом еще в классе это все тоже долго происходит, поздравления. В общем, все затягивается на часы, а здесь все быстро. Следующее отличие – это внешность учеников в школе. В наших странах как? Все ходят в школьной форме. Например, в Беларуси мы жили, Милана обучилась в 1 классе, закончила 1 класс в Беларуси. И была школьная форма, белый верх, темный низ. В кроссовках нельзя. Как-то Милана пришла в кроссовках белых, наругали. Прям наругали, отчитали и меня. Потом нельзя в кроссовках, только туфли, либо какие-то, если это холодное время года, там ботинки, но в школе переобуваются в сменную обувь тоже, в туфельки. Поэтому, да, если это холодно, зима, например, тоже какие-то светлые свитера надо покупать, белые вместо блузок. В общем, строгий обязательно должен быть вид. Здесь в Польше нет контроля над внешним видом. Здесь больше не за контроль, а за комфортность, чтобы ребенку было комфортно в одежде, чтобы он чувствовал себя удобно. Поэтому здесь в чем хочешь, в том и приходи. Конечно, мы когда переехали только в Польшу, дети очень обрадовались, особенно Милана. Можно в кроссовках ходить, можно в ботинках, в туфлях, в чем угодно. Был момент, когда просто в обычный день Милана пришла в таком... Мы еще из Беларуси привезли школьное платье. И учительница удивилась и говорит: у тебя сегодня день рождения или, может, какой-то праздник? Хотя нет, это был просто обычный день. Поэтому для них непривычно видеть, например, ребенка нарядным в школе в обычный день. Только на праздники здесь дети могут нарядные прийти, а праздники — это 1 сентября. И, наверное, все. Следующее отличие – это шкафчики в школе. В Польше в школах у детей есть индивидуальные шкафчики, где они могут хранить свои вещи, обувь, например, сменку, какие-то учебники даже. В наших странах СНГ нет шкафчиков в школе. Может быть, в каких-то есть, не буду говорить прям за все школы, но в основном нет. По крайней мере, там, где вот Милана училась в Беларуси, там не было шкафчиков. Вместо этого была такая общая, как бы, даже, комната, да,
отдельное помещение с вешалками. Вешалки и такие, как полки, лавки, где можно сесть и под ними оставлять свою обувь. То есть общая такая раздевалка для всех. Конечно, шкафчики намного удобней. Нам очень нравится. Все шкафчики закрываются на замок. Каждый покупает себе замок здесь в Польше отдельно, то есть его не выдают в школе. Замок выбирается, да, по удобству. У кого-то с ключиком, у кого-то там с кодом, пароль надо вводить. И все. И можно оставлять, что хочешь в шкафчике. Ты будешь уверен, что никто не залезет к тебе в вещи, и твои вещи не пропадут и будут в безопасности. По поводу домашних заданий. Домашние задания в Беларуси задают. Милане задавали домашние задания. Ну, она была в 1 классе, поэтому там было не сильно большие задания, но задания есть. Например, я когда обучалась, тоже у нас были домашние задания. Ой, и они были очень большие, и очень объемные, и очень много всего. Я приходила со школы, садилась делать уроки и до вечера. И все, ложиться спать, и снова завтра в школу. Ну, то есть особо не было времени погулять на улице, например, во дворе с друзьями. Потом, еще помимо этого я 2 раза в неделю ходила в художественную школу, по-моему, 2 раза в неделю. И там тоже задавали домашние задания. И у меня не было свободного времени вообще в течение недели, чтобы выйти на улицу погулять. Выходить гулять я ходила только по выходным. Здесь же в Польше домашние задания детям не задают. Какое-то время, когда мы только приехали в Польшу, задавали домашние задания. Немного, но задавали. И буквально год, наверное, прошло, отменили. Внесли закон, что детям не будут задавать домашние задания, чтобы ребенок после школы отдыхал, а не напрягал свою голову, да. Учеба в школе, а дома отдых. Вот такое разделение. Сейчас я слышала, что хотят снова вернуть закон, когда детям надо выполнять домашнее задание, и будут снова задавать, потому что упала успеваемость у детей в школе после того, как они перестали дома что-либо делать. То есть была цель какая? Тем самым сподвигать детей самостоятельно дома заниматься, да, самостоятельно что-то изучать, а не заставлять через домашнее задание. Но успеваемость упала, потому что не все самостоятельно что-то делали. Поэтому сейчас, возможно, вернут. И я, в принципе, за. Домашнее задание должно быть, но не так, как, например, у меня, да, что у меня не было вообще свободного времени. Но и не так, что ребенок прям весь день свободный. То есть что-то среднее, должен быть какой-то баланс, чтобы и время свободное было отдохнуть, погулять, и также позаниматься дома. Если вернут в Польше домашнее задание, лично я буду очень рада, потому что мои-то дети сейчас счастливы, что им ничего не задают. И, конечно, да, успеваемость падает, приходится самостоятельно с ними потом еще садиться, заниматься, подтягивать какие-то пропуски. Поэтому, наверное, в Польше это минус, что нет домашних заданий, а для наших школ это плюс. Но все же, опять говорю, должен быть какой-то баланс, что-то среднее. Скажи, как ты думаешь, чем еще отличается польская школа от нашей? Для меня очень главное отличие, что здесь нельзя пользоваться телефоном, к сожалению. Для меня это, не очень. Мне бы хотелось пользоваться телефоном в школе, но, к сожалению, нельзя. Плюс в польской школе это то, что можно носить любую одежду. Любую одежду, обычную, спортивную, все, что ты захочешь. Еще можно носить обычную обувь, типа кроссовок. У каждого есть свой шкафчик. Ты не должен приходить в общую раздевалку и вешать куртки, если есть место. У тебя у каждого шкафчик есть. Плюс еще, когда я училась в 1 классе в Беларуси, мы спали.
То есть в первом классе мы спали, мы прям носили отдельно пижамы, и где-то между уроков, насколько я помню, мы переодевались в пижамы и спали. Еще плюс у нас была продленка, на которой могли дети оставаться. Вот. Но еще тут в Польше в первом классе дети не спят, вообще не спят именно в школе. Спят дети только в садике, то есть именно в раннем возрасте, в садике, типа, например, как вот наша Адриана. Ну да. А в Зарувке тоже не спят. Также это подготовительный класс, но там тоже не спят. Следующее отличие – это различные школьные поездки. Здесь в Польше это называют вытечки. Это когда учительница вместе с классом выезжают куда-то, например, в музей или на какую-то экскурсию, в парк, там, на природу, да. Это все, например, в наших странах СНГ тоже есть, но редко. За 1 год первый класс Миланин в Беларуси, по-моему, у него была только одна поездка, не помню куда, ну, недалеко. Вот одна поездка за год, возможно, была. Например, я когда вообще училась в школе, я не помню. Нет, у нас тоже была одна поездка в Умань, город в Украине, очень красивый город, я там никогда не была на то время. И тоже была одна поездка за все время на автобусе. Это, конечно, очень классно. Я до сих пор, сколько уже времени прошло, помню эту поездку. И представляете, здесь в Польше вот эти поездки проходят у детей почти каждый месяц. Ну, там, может быть, там, раз в 2 месяца. И поездки разные, не только по городу. Выезжают с классом за город, в другие города Польши, в замки, в кино едут смотреть, просто кино с попкорном, в музей, ну, просто в разные места, просто в парк пойти погулять, на лыжах покататься, ну, на лыжах нет, перепутала, на коньках. На коньках ездили кататься. Ну, это очень здорово. Какие-то мастер-классы творческие, когда надо что-то руками делать. Пекли они там даже хлеб, по-моему, какие-то выпечки ездили печь. Ну, это очень классно, это развивает ребенка. То есть здесь в Польше больше за вот разностороннее такое развитие ребенка, разностороннее, чем такая концентрация внимания на теории. Следующее, что хочу отметить, это сбор денег и родительский комитет в школе. В Беларуси был родительский комитет. Не помню, сколько в нем человек было. Ну, тоже по желанию, да, вызывались родители и собирали деньги. Собирали деньги на фонд класса, на фонд школы. То есть на фонд класса это то, что нужно для класса. Фонд школы это то, что нужно именно для школы купить. Помимо этого всего, отдельно еще могли в течение там, года, например, сдаваться деньги, ну, на поездки, понятное дело, если какие-то поездки есть, на учебники тоже, на какие-то надо докупить учебники, на мебель. Мы покупали, когда только Милана пошла в 1 класс в Беларуси, большая тумбочка под школьной доской. Она была старая. Ну, вот доска висела, да, на стене, и под ней тумбочка. Она была старая. Ну, я сказала бы, что не такая она уж прямо была, знаете, что уже разваливалась. Нет. Но сказала учительница, что не мешало бы купить новую. Это старая, это же ваши дети. В этой тумбочке хранятся их там какие-то тетрадки. Чтобы было комфортно, давайте типа купим. И мы скидывались деньгами, покупали эту мебель. Вот так вот. Здесь в Польше такого нет. Здесь мебель родители не покупают в класс. Здесь максимум, на что сдают родители деньги, это на вытечки и на какие-то мелкие расходы в классе. Например, кулер с водой, да, или, например, подарки учителям.
Здесь просто сдается какая-то определенная сумма. Например, я не знаю, у каждой школы по-разному, у каждого класса тоже по-разному. Кто-то сдает сразу на год, кто-то каждый месяц сдает. Ну, например, там 200 злотых, например, на год или там на полугодие сдать. И с этих денег могут браться деньги и на вытечки, и на подарки учителям, например, на День учителя, или там на подарки детям в день, ну, на 8 марта и вот на День мальчика. Оттуда берутся деньги. Поэтому один раз сдали и забыли. В Беларуси вытягивали деньги частенько, ну, просто более мелкими суммами, но часто. И это очень раздражало лично меня, потому что вот лучше сдать уже нормальную сумму и забыть. Они вот это вот все время дергают в чате: сдайте, 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 сдайте. В Польше тоже родительский комитет этим всем, кстати, занимается. Здесь выбирается 3 человека, и каждый из них отвечает как бы за разное, да. Например, один как скарбник, то есть собирает деньги, отвечает за финансы, другой там отвечает там за что-то другое. В общем, 3 человека с классом. Тоже по желанию выбираются. Вот, и все. И есть родительский чат, где все родители обсуждают какие-то моменты, но этот чат не беспокоит тебя в течение дня какими-то вопросами. То есть здесь все как-то очень, ну не знаю, все как-то очень быстро решается. Даже подарки, чтобы купить, очень быстро приняли решение и купили. Даже особо иногда не устраивают никакие голосования, чтобы, знаете, меньше было разногласий. Просто кто-то принял решение, купил там или сфоткал, например, устраивает, всех устраивает, все. Никто здесь не запаривается. В Беларуси же эти бесконечные были голосования в чате, что купить. У кого-то не устраивает, а кого-то устраивает, начинаются споры. И это могло очень долго продолжаться. Так что вот отличие в этом есть. Так, раз уж мы заговорили про сдачу денег, немножечко, да, коснулись темы там учебников, например, что в Беларуси можно было, ну, по-моему, мы даже какие-то учебники покупали, сейчас точно не вспомню. Но здесь, в Польше, например, учебники никакие не покупаются. Тетради покупаются там буквально пару штук. Ну, то есть здесь не нужно покупать стопку тетради там в клеточку, в линеечку. Буквально пару штук, потому что дети в основном занимаются в тетрадях, которые тоже им бесплатно выдают вместе с книгами. Такие тетради большого формата, они прям там в этой тетради, я называю это тетрадь-книга. Они прямо там пишут ручкой и выполняют задания. Это очень удобно. Следующее, что хочется отметить про польскую школу, здесь есть кружки прямо в школе. То есть не нужно никуда ехать и возить ребенка, тратить свое время. Я не знаю, во всех школах Польши так или нет, но мы здесь вот 4 года в Польше живем, и сейчас у детей уже 2-я школа, так как мы переехали и поменяли школу. И в той школе, у них прям в школе были какие-то кружки разные. Танцы, это может быть бокс, например, или там игра на музыкальных инструментах, на гитаре, например, обучают. Конечно же, это за дополнительную плату, это не бесплатно, но очень удобно, что не нужно никуда возить ребенка и искать какие-то дополнительные занятия. Это родителям лично экономит очень много времени. В наших школах не было, по-моему, кружков прямо в школе. Вот вспоминаю я, когда Милана училась в 1 классе, я не помню, чтобы там прямо в школе были какие-то кружки. Мы возили Милану на танцы, то есть в отдельное место, да. Там гимнастика на какое-то время занималась вместе с танцами. То есть в самой школе такого нет. Было бы, наверное, очень классно и очень удобно такое придумать. Но опять же, это надо либо отдельный какой-то, да, выделять для этого актовый зал или помещение. Но так, мне кажется, очень это удобно и детям, и родителям.
Так, следующее это столовая и школьное питание. Что в наших школах СНГ, что в Польше в школах есть, естественно, питание. Милана, когда училась в Беларуси в 1 классе, кушала в школе. Сейчас не вспомню конкретно, что она кушала, и какой там рацион был, и сколько это стоило, но да, они ходили в столовую. Вроде бы тоже, ну, нормальное было питание. Не скажу, что прям какое-то не очень. Хорошо питались. Жалко, что не помню реально, какая цена. Здесь в Польше тоже питание хорошее, но здесь чем отличается от нашего? Тем, что здесь родители могут регулировать это питание. То есть, например, я хочу, чтобы сегодня Милана в школе съела и первое, и второе блюдо. Да, я как бы отмечаю, она будет кушать первое, второе. А завтра я хочу, чтобы она съела только первое блюдо, например, а послезавтра только второе. И вот эти вот моменты можно регулировать, то есть отмечать прям, что ребенок будет кушать, что ребенок не будет кушать, и платить только за то, что ребенок будет кушать. Вот, это очень здорово. Плюс, ну, написано меню, да, то есть мы знаем, что ребенок кушает в школе. Если у ребенка, например, есть какая-то аллергия, это, конечно же, тоже, ну, у наших детей, конечно же, нет аллергии, нас это обошло. Но если есть аллергия, то это говорится учителю, да, пишется в заявлении, и это будет учитывать при питании. Также здесь хотела отметить, что, например, вот сейчас мои дети учатся вот в этой 2 школе, у них обед в 11 часов открывается столовая, могут дети идти кушать. С 11 до, по-моему, 3 или 2 часов дня, то есть ребенок сам выбирает, на какой перемене он пойдет кушать. У нас же в странах СНГ, по-моему, такого не было. То есть вот определенная перемена, все идут в столовую кушать. Ну, учительница отводит или сами. То есть ученик там не выбирает, на какой перемене ему пойти. А здесь может выбрать. Хочешь на этой перемене, хочешь не успел на этой. Например, тебе надо было там к учительнице подойти, чтобы она что-то объяснила или что-то. Пойди на следующей перемене, без проблем. Я вспоминаю себя, когда я училась. Я помню, что у нас тоже было питание в школе. И, ну, я уже такая постарше была, где-то, не знаю, класс, может быть, 8-9. Если ты не успела покушать, это твои проблемы. На следующей перемене ты не можешь прийти покушать, потому что просто уже ничего не будет. То есть вот есть одна большая перемена, в мое время было 20 минут перемена для того, чтобы покушать как раз в столовой. И представьте, вся школа на этой перемене идет в столовую. Это какая толпа людей там была, очередь. И, естественно, если ты там окажешься где-то в конце, ты просто не успеешь. То есть здесь, знаете, выживает сильнейший. Если ты пробьешься, то тебе повезло. А там и более младшие классы, и старшие классы. И вот представьте, там 7-8 класс, и там 11 класс, да, гиганты стоят. И попробуй пробиться среди них. Ну, вот это был такой. Было много раз, когда я не успевала, например, покушать. И все. И покупала там, кто не успел, там можно булочки, просто стоял стенд такой, и продавали булочки. То, кто не успел покушать нормальную еду, это можно купить просто булочку. Очень много раз было, когда я просто булочками питалась, потому что не успевала. Пока ты простоишь в этой очереди, уже перемена закончится. Еще одно отличие – это школьные дневники. Здесь в Польше электронные школьные дневники, а в наших странах сейчас, может быть, в каких-то школах тоже сделали уже электронные, но обычные, как бы стандартные дневники. У Миланы был обычный дневник в 1 классе, ну такой вот, да, как тетрадка, книжка. Там учительница ставила оценки, какие-то, если есть замечания, писала. Было удобно, да, читать, но сейчас нам кажется, что электронный намного удобнее. Хотя к электронному дневнику я лично очень долго привыкала, мне было непривычно
потому что через вот этот электронный дневник ты с учительницей общаешься, и какие-то новости, если учительнице надо сказать родителям, она все это пишется через вот этот электронный дневник в сообщениях. Было сложно привыкнуть, может быть, наверное, я год привыкала, но сейчас очень удобно. Там и оценки все видны, и если ребенок опоздал в школу, тоже опоздания все отмечаются, там, или отсутствие ребенка в классе во время урока. Ну, в общем, все очень удобно. Еще один момент, отличие, да, наших школ и польской школы, это система пересдач оценок. То есть, например, в наших странах, да, СНГ, если получил ребенок плохую оценку, пересдать ее либо нельзя, получил, все, это твоя оценка. Либо, чтобы пересдать, надо прям поумолять. Например, я вспоминаю себя уже в более старших классах. Я прям бегала за учителями, вот прям бегала за ними, если мне надо что-то пересдать. Умоляла, выпрашивала, они все соглашались. Мне приходилось несколько дней подряд даже бегать за некоторыми. Вот. И если кто-то соглашался, то тоже было сложно вот это вот время назначить, когда можно пересдать. То учительница занята, то еще что-то. То есть это была очень большая проблема. Поэтому в наших школах, если ты получил оценку, это твоя оценка. Все, не нужно надеяться на какие-то пересдачи и так далее. А здесь же в Польше пересдачи оценки это считается норма. Например, вот у Миланы, да, у нее такие уже полноценные оценки по сравнению с Димкой. Если какая-то плохая оценка за картковку, да, за самостоятельную работу или за контрольную, то ее можно пересдать. По-моему, вот в первой школе не было таких правил, а может были, просто как-то мы были не в курсе. Но сейчас вот в этой школе Милана говорит, что в течение года можно пересдать 3 раза оценку на одном каком-то предмете. То есть вот математика, например, 3 раза можно пересдать, там польский 3 раза. Это очень, конечно, удобно, но ребенок, я считаю, расслабляется очень сильно. Вот прям я по Милане вижу, когда ты знаешь, что ты можешь потом пересдать, то ты не особо можешь учить. Ну, то есть ты надеешься на то, что ты можешь потом пересдать, и у тебя есть еще 3 шанса, да, на это все. Это, конечно, мне кажется, немножко такой минус. Но не знаю. Мне кажется, пересдавать можно было бы. Вот, то есть, опять же, здесь нужен какой-то баланс, да, если в наших странах вообще нет пересдач, а здесь их очень много. Вот что-то среднее было бы, конечно, супер. Ну, то есть такой небольшой минус лично для меня. То есть у каждого свое мнение, кому-то это норм и очень нравится. Но я бы хотела, чтобы здесь было меньше пересдач. Я не думаю, что здесь в старших классах, вот в лицее, например, в Польше разрешают пересдавать. Вот мне кажется, нет. Только вот до 9 класса. Здесь, в принципе, оценки тоже начинаются с 4 класса. Такие вот полноценные прямо оценки, которые выставляют в полугодии, за год. Только с 4 класса. До 4 класса оценки есть, но нету годовых оценок, там, да, за четверть, за год не выставляют. В принципе, я назвала такие основные моменты, основные отличия. Напишите в комментариях, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Можете дополнить, если я что-то пропустила. Возможно, есть еще много отличий, можно сказать. Просто я назвала такие основные для нас, например, которые вот сразу бросаются на ум. Польская школа, она не идеальная, она просто другая. И мне кажется, что она по сравнению с нашими школами более интересная, что ли, более такая разносторонняя и ориентирована на детей. И это мне в ней очень нравится. Поэтому мы очень рады, что дети обучаются именно в польских школах. И сюда, в польские школы, они ходят с радостью каждый день, к сожалению, нежели в наших школах СНГ.
Есть, конечно, также много отличий и польских садиков от наших садиков, тоже разные отличия, так как мы ходили в садик и в Беларуси, и здесь в Польше тоже успели в садик. И Дима ходил здесь и в Зырувку, и в садик. Сейчас Адриана входит в садик, так что есть тоже что сказать, чем поделиться своим опытом, своим мнением. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я тогда тоже сниму такое видео, только уже относительно садика. А я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.